different other parties outside of the parliament, especially to get concrete information. Политика. Ее заставляли прокуратурой в рамках государств Россия, Белоруссия и Казахстан. Почему эта государственная машина была подчинена одному? За каждую справку для гражданина, которая ему необходима была, либо это социальные какие-то проблемы, либо взять это кредиты, определить свое отношение к трагедии Второй мировой войны на две части. 20 лет независимости. Международный финансовый фонд. Спасибо большое. Петр Николаевич, у меня первый вопрос, касающийся судьбы Украины. Вы уже осенью прошедшего года говорили о том, что будет проходить на Украине. Пожалуйста, можно ответить на этот вопрос? К сожалению, проблемы украинского народа не решаются сегодня в Украине, они решаются сильными мира сегодня за пределами Украины. Это первое. Второе. Экономическая ситуация очень тяжелая в Украине, и она влечет за собой усиление социальной напряженности. То, что Украина разграблена представителями крупного олигархического капитала, является фактом. Очень опасная тенденция сегодня в Украине в связи с тем, что не хотят слышать народ Украины представители крупного капитала, завладев этой властью. И одна часть Украины настраивается агрессивно против другой части Украины. Очень опасная тенденция то, что многие этнические, культурные, национальные, исторические аспекты используются не для объединения украинского народа, а наоборот для его разъединения. Поэтому то, что мы, коммунисты, предостерегали украинский народ, к сожалению, сбылось. Мы предлагали выбор вектора внешней интеграции, то есть Европейский Союз или Таможенный союз, должен быть осуществлен украинским народом. Нас не услышали и не хотели слышать. Не слышали те, кто сегодня в борьбе за кресло президента, то есть за власть, по сути дела, убивали людей и лилась кровь на майданах Украины. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть, только демократический путь, только выбор украинского народа и должен быть положен в основу дальнейшей судьбы народа Украины. И тогда мы будем иметь по-настоящему в центре Европы развитое государство, государство, которое будет способствовать как раз укреплению мира. Сегодня в Украине установлен национал-фашистский режим. В результате того переворота, борьбе двух олигархических группировок, который совершен в феврале этого года в Украине. И в чем вы видите будущее Украины? Безусловно, будущее Украины я вижу в развитии нашего народа. И для этого у нас есть огромный потенциал. Вы знаете, что Украина богата научными разработками, промышленный потенциал во многих сферах очень богатый. Сегодня надо исключить, чтобы этим богатством распределяли и использовали только представители крупного олигархического капитала. Вот поэтому мы и предлагаем сегодня, как коммунисты, как граждане Украины, альтернативный путь. Мы предлагаем сегодня меры антикризисные, которые объединяют народ Украины, заставляют бизнес работать на выполнение социальных программ развития общества. Все это мы видим не в изолированном каком-то положении Украины, а мы видим ее как равноправный и субъект внешних отношений, в том числе и с Европой, и с государствами на территории бывшего Советского Союза. Поэтому мы считаем, что именно первое, должно быть по воле народа решаться все. Во-вторых, с участием украинского народа вырабатываться программа. И третье, безусловно, что весь потенциал должен работать на украинский народ, а не на олигархов. Да, и третий вопрос, касающийся прямо вашей кандидатуры на президента. Пожалуйста, скажите нам, какие ваши приоритеты и программа как кандидата? Первое. Мы ставим задачу сегодня через доверие наших граждан изменить систему управления государством с точки зрения возврата именно демократических принципов народовластия. И это будет решено через то, что будут ограничены полномочия администрации президента или вплоть до того, что пост президента будет ликвидирован. Это будет решено за счет развития полномочий территорий и использования их потенциала. Это будет решено за счет того, что будут предоставлены возможности как раз территориальным нашим избирателям решать вопросы и в управлении, и в определении государственной политики. Это будут вопросы и связанные с борьбой реальной против коррупции,
потому что наша задача сегодня отстранить олигархов от управления страной, и это главное зло, которое мешает многие вопросы решать. Поэтому мы эту задачу как раз закладываем непосредственно в те программы, с которыми выходит Компартия. Это и вопросы развития наших экономических возможностей, вопросы того, чтобы в равных условиях работали все представители собственности, имеющие и частную собственность, и государственную собственность. Сегодня, к сожалению, кто ближе находится к президенту или к тому или иному должностному лицу, он пользуется ресурсами государственными для личного обогащения. Мы же гарантируем обеспечение равных возможностей для всех представителей бизнеса, чтобы это способствовало как раз решению многих других социальных программ. Ну и, безусловно, внешняя политика – это политика мира, это политика дипломатии, это политика переговоров, это политика национальных интересов. Мы как раз это можем решить и используя опыт наш, используя наши кадры, наши знания и то, что мы сегодня можем сделать уже и в парламенте. Большое вам спасибо и желаю много успехов. Спасибо большое. Спасибо. Самого доброго.